Привет! Это быстрый пересказ жестокой битвы в секте Пылающего Дракона. Дворец Бессмертных внезапно атакует прямо посреди церемонии, и лидерам приходится обратиться к самым темным запретным силам ради выживания. Во-первых, отчаянное сопротивление. Мастера Хуань и Юнни вдвоем сдерживают элиту врага. Хуань тысячами выпускает магических солдат из древней серебряной тыквы и жертвует собственной кровью ради призыва сокрушительного меча Алого Луаня. Они чудом вырываются, пока вокруг рушится целая гигантская гора. Во-вторых, полное безумие. Из лавы вырывается исполинский черный дракон длиной 30 километров с человеческим лицом, точной копией Байлианя. Первобытный монстр играючи сносит золотые барьеры врагов, пока его не прошивает серебряная стрела меткого вражеского лучника. Наконец, отчаянный ва-банк. Раненый и зажатый в смертельной ледяной ловушке мага Сяо Цзиханя, Байлиань намеренно поглощает проклятое пламя, кармический огонь. Это дает колоссальную божественную мощь, но превращает его в настоящего демона. Случайный свидетель Хань Ли быстро смекает, к чему все идет, и тихо уножит ноги. Поглотивший темную энергию Байлиань готов обрушить всю ярость на врагов, ставки на абсолютном максимуме. А теперь слушаем дальше. Глава 336. Воспоминания. В мгновение полоса лазурного света, в которую превратился Хань Ли, исчезла в воздухе, и когда он снова появился через мгновение, он уже был в сотнях километров отсюда. Как только он появился, он тут же продолжил свой путь. Немного отдалившись, он тут же ускорился, преодолев расстояние в десятки тысяч километров в мгновение прежде чем спуститься возле уединенной горы. Оттуда он повернулся, чтобы оглянуться в сторону пика белого нефрита, прежде чем издать слабый вздох. Независимо от того, сможет ли до Пылающего Дракона пережить эту бурю, он больше не мог оставаться здесь. После этого инцидента неприятности до Пылающего Дракона будут бесконечны, а он был довольно близок с Дасом Хуянем, поэтому неизвестно, будут ли преследовать и его. Самое главное, что молодой человек в серебряной мантии вызывал у него очень плохое предчувствие. Он не мог точно определить, почему это так, но у него было подсознательное желание уйти от него как можно дальше. Отведя взгляд, Хань Ли сделал печать, и из его тела вырвались дуги золотой молнии, мгновенно образовав формацию молниеносной телепортации, сразу же после чего он исчез в воздухе. Вскоре после того, как Хань Ли исчез с этого места, с пика белого нефрита прилетело несколько полос света, прежде чем рассеяться в разных направлениях. Все эти люди были членами до Пылающего Дракона, и среди них было немало старейшин стадии истинного бессмертного. В небе над одной из гор горного хребта колокольного звона в воздухе промелькнула размытая золотая линия, устремляясь вперед с невероятной скоростью. Золотая линия напоминала дугу молнии, а пространство за ней слегка рябило, представляя собой довольно своеобразное зрелище. Это была техника движения, которая сочетала в себе силы пространства и молнии. Техники молниеносного движения позволяли достичь уровня скорости, близкого к мгновенной телепортации, но это были две разные вещи, поскольку одна заключалась лишь в том, чтобы превратить себя в состояние молнии для повышения собственной скорости. Внезапно золотая линия начала замедляться. В пространстве впереди возникла вспышка невидимой силы, чтобы преградить путь золотой линии, и было похоже, будто она движется сквозь патоку. Чем больше золотая линия пыталась пробиться, тем сильнее становилась препятствующая сила, и вскоре золотая линия значительно замедлилась. Внезапно близлежащее пространство заребило, и появилась золотая формация молниеносной телепортации, после чего Хань Ли появился в центре формации среди грохочущего раската грома. Он на мгновение окинул взглядом пространство впереди, и его выражение лица слегка омрачилось, когда он продолжил свой путь в виде полосы лазурного света, преодолев несколько сотен километров в мгновение прежде чем остановиться. Впереди была огромная стена желтого тумана, которая уходила прямо в небеса, и ей не было видно конца ни слева, ни справа. Стена желтого тумана постоянно клубилась, принимая всевозможные формы, такие как облака и свирепые звери. Сквозь туман пробивались лучи желтого света, и можно было едва различить бесчисленные желтые узоры формации, мерцающие внутри него. Стена тумана также излучала невероятно плотную и тяжелую ауру, создавая ощущение, будто стоишь перед неподвижной горой. Хань Ли подлетел к стене тумана, а затем попытался высвободить свое духовное чувство в стену, но оно тут же было оттолкнуто при контакте. Его брови слегка нахмурились, когда он начал осматривать стену тумана своими глазами духовного прозрения, и через несколько мгновений синий свет в его глазах угас, когда он пробормотал себе под нос:
это чрезвычайно грозное ограничение, его формация молниеносной телепортации использовала силу пространства, поэтому обычные ограничения не смогли бы сдержать его, если бы ограничение также не было пропитано пространственной силой. Используя свои глаза духовного прозрения, он смог увидеть некоторые мелкие детали ограничения и обнаружил, что оно содержит слой плотной и обильной пространственной силы, что ясно указывало на то, что это был тип чрезвычайно грозного пространственного ограничения. Кроме того, в стене тумана было еще несколько типов ограничений, и они были объединены вместе с помощью очень продвинутых техник. Даже для Ханьли разрушение этого ограничения заняло бы очень много времени. Он огляделся, а затем со всей силы высвободил свое духовное чувство, и через несколько мгновений он убрал свое духовное чувство, когда его выражение лица еще больше омрачилось. Стена тумана была настолько обширной, что даже с его грозным духовным чувством он совершенно не мог определить, где она начинается и где заканчивается. Однако, судя по тому, что ему удалось выяснить до сих пор, он мог сказать, что эта стена желтого тумана была огромным сферическим массивом, который охватывал огромную территорию вокруг пика белого нефрита. Он проходил через это место по пути к пику белого нефрита, но этого ограничения там определенно не было. Должно быть, это было заранее создано Дворцом Бессмертных и теми лордами Пылающего Дракона. Было ясно, что эти люди тщательно планировали и готовились к этому с целью не дать Байлияню сбежать. После краткого раздумья Ханьли взмахнул рукой в воздухе, и из его тела вырвались 12 полос золотого света, которые оказались 12 отрезками дерева сдерживания молнии, все из которых были усеяны сложными рунами молнии. 12 отрезков дерева сдерживания молнии были расположены в виде формации, и когда Ханьли сделал печать, все 12 отрезков дерева сдерживания молнии начали излучать ослепительный золотой свет, после чего была создана огромная формация молниеносной телепортации, внутри которой непрерывно мигали бесчисленные сложные руны молнии. Ханьли находился внутри формации, и под грохочущий раскат грома его тело начало приобретать полупрозрачный вид. Однако в следующее мгновение формация молниеносной телепортации внезапно начала сильно дрожать, и внутри нее хаотично и бесконтрольно сверкала молния. Раздался оглушительный грохот, когда вся формация молниеносной телепортации взорвалась, и Ханьли вывалился наружу. После небольшой паузы он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы собрать 12 отрезков дерева сдерживания молнии, а затем снова устремил свой взгляд на стену желтого тумана. Как раз в этот момент над его головой внезапно появилось огромное черное облако, и с небес хлынули бесчисленные лучи черного света, обрушившись прямо на него. Ханьли тут же исчез с места во вспышке лазурного света, а затем снова появился в десятках километров оттуда. Бесчисленные лучи черного света ударили в гору внизу, мгновенно пробив в ней бесчисленные отверстия, прежде чем полностью разрушить ее. Ханьли поднял голову, чтобы посмотреть вверх, как раз в тот момент, когда с неба спустились 3 полосы света, прежде чем исчезнуть, явив миру 3 человекоподобных фигур, возглавляемых никем иным, как молодым человеком в серебряной мантии. 2 сопровождавших его людей были одеты в черное и стояли немного позади него в почтительной манере, по-видимому, служа телохранителями. Один из них был высоким и тучным мужчиной, а другой — довольно низким и худым, как скелет. Что это значит? Ваша цель — Байлиянь. Я всего лишь второстепенный персонаж, так что, конечно, у вас нет причин идти из кожи вон, чтобы преследовать меня, сказал Ханьли. Пока он говорил, он незаметно окинул троицу своим духовным чувством, и его сердце тут же слегка сжалось. Оба охранника, одетые в черное, были на поздней стадии истинного бессмертного, в то время как точная база культивации молодого человека в серебряной мантии была ему недоступна, что указывало на то, что он либо совершенствовал какую-то секретную технику сокрытия, либо был золотым бессмертным. Я впечатлен. Мало того, что ты не умер с прошлого раза, ты еще и стал культиватором поздней стадии истинного бессмертного. Полагаю, я должен поздравить тебя, размышлял молодой человек в серебряной мантии, не собираясь отвечать на вопрос Ханьли. Похоже, мы где-то встречались раньше. Спросил Ханьли, слегка нахмурив брови. Молодому человеку в серебряной мантии, похоже, было очень забавно это слышать, и он рассмеялся, в то время как Ханьли смотрел на него с неуверенным выражением лица. Он никак не мог вспомнить, что произошло в прошлый раз, после того, как его поразил твой истинный свет уничтожения души, молодой мастер. Это уже огромное счастье для него, что он не превратился в бормочущего идиота. Усмехнулся тучный охранник с подобострастной улыбкой на лице. Смех молодого человека в серебряной мантии стал еще громче, услышав это. Внезапно в сознании Ханьли раздался голос Даоса Се. «Товарищ Даос Хань, я вспомнил, кто он такой. Это тот, кто серьезно ранил тебя много лет назад и запечатал твои зеленые бамбуковые мечи облачного роя и меня». Услышав это, сердце Ханьли слегка дрогнуло, и он поспешно спросил с помощью голосовой передачи: «Ты уверен?» «Я уверен».
Он обладает рядом странных способностей, и, похоже, он может запечатывать воспоминания. Я смог восстановить лишь отрывки воспоминаний после слияния с этой марионеткой, но я уверен, что это тот человек, который преследовал тебя много лет назад», — ответил Дао Се. Хань Ли ничего не ответил, но в его глазах появилось холодное выражение. «Похоже, ты, наконец, что-то вспомнил. Мне пришлось потратить много сил на твои поиски, и я, конечно, не ожидал найти тебя здесь», — сказал молодой человек в серебряной мантии с легкой улыбкой. «Похоже, нас действительно связывает судьба», — холодным голосом сказал Хань Ли. «Я не хочу тратить здесь время. Отдай секрет того, как ты можешь производить эти кристаллы закона времени, и я могу позволить тебе жить», — сказал молодой человек в серебряной мантии. «Но я не собираюсь позволять тебе жить», — парировал Хань Ли, покачав головой. «Похоже, мою доброту принимают за слабость. На этот раз я не позволю тебе уйти». Улыбка на лице молодого человека в серебряной мантии исчезла, когда он говорил, и он резко взмахнул рукой в воздухе, выпустив полосу черного света. Как только полоса черного света пронеслась по воздуху, она тут же значительно посветлела, прежде чем внезапно исчезнуть с места. Хань Ли тут же увернулся влево, одновременно делая печать, и из его тела во вспышке лазурного света появились 4 лазурных летающих меча. Полоса черного света появилась рядом с Хань Ли без всякого предупреждения, но ее удержал один из летающих мечей, вращавшихся вокруг него. Раздался громкий ляск, когда Хань Ли отбросила назад по воздуху, как пушечное ядро, и он смог едва удержаться на ногах, пролетев назад несколько сотен метров. Только тогда Хань Ли смог ясно разглядеть полосу черного света, и в ней содержался небольшой черный молот размером около 30 сантиметров, по всей поверхности которого были выгравированы глубокие духовные узоры, излучающие грозные флуктуации духовной силы. Хотя лазурный летающий меч сумел отразить молот, он непрерывно дрожал, явно получив сильный удар. Хань Ли щелкнул пальцами в воздухе, и 3 других летающих меча быстро выстрелили вперед, чтобы ударить по черному молоту, отбросив его назад среди череды 3 последовательных оглушительных лязгов. Глава 337. Объединенные 5 экстремальных гор. В то же время Хань Ли взмахнул обоими рукавами в воздухе, чтобы выпустить несколько десятков лазурных летающих мечей, а затем без колебаний отступил назад. Эти летающие мечи собрались перед Хань Ли вместе с 4 предыдущими летающими мечами. В мгновение ока все 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя были собраны, и они тут же выпустили бесчисленные одинаковые полосы лазурной ци меча, которые устремились к 3 нападавшим на Хань Ли, как бурная река, рассекая все пространство на своем пути и представляя собой грозное зрелище. Увидев это, выражение лиц 2 охранников в черных мантиях слегка изменилось, в то время как молодой человек в серебряной мантии лишь усмехнулся, убирая маленький черный молот обратно в рукав, сразу же после чего в его руке появился серебряный колокольчик, и он слегка встряхнул его, чтобы издать чистый звон. Сразу же после этого из колокольчика во все стороны вырвались волны серебряного света, мгновенно охватив огромное пространство впереди. Как только река лазурной ци меча устремилась в волны серебряного света, первая тут же начала искривляться, изгибаться, прежде чем бесшумно распасться, и грозный поток ци меча был с легкостью нейтрализован. Вскоре остались только 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, но они также хаотично и беспорядочно летали, как будто потеряли всякое чувство направления. Увидев это, выражение лица Хань Ли осталось неизменным, и он тут же сделал печать, после чего из разбросанных летающих мечей среди грохочущего раската грома вырвалась яркая золотая молния. В результате они смогли стабилизироваться в волнах серебряного света, после чего дуги золотой молнии, вырывавшиеся из всех мечей, переплелись, образовав странный узор. Сразу же после этого все летающие мечи внезапно исчезли во вспышке золотого света, а затем снова появились в виде 72 полос света летающих мечей среди грохочущего раската грома. Вырвались толстые дуги золотой молнии, прежде чем соединиться друг с другом, мгновенно образовав формацию молниеносной телепортации вокруг Троицы, и все это произошло в мгновение ока, так что у Троицы не было времени среагировать, прежде чем они оказались внутри формации молниеносной телепортации. По формации распространилась вспышка грозной ограничивающей силы, и Троица тут же почувствовала, будто погрузилась в болото, а их циркуляция бессмертной духовной силы также стала довольно вялой. 2 охранника в черных мантиях были очень встревожены, и они тут же создали защитные световые барьеры, пытаясь вырваться из формации молниеносной телепортации, в то время как молодой человек в серебряной мантии оставался совершенно неподвижным, его взгляд скользил по окружающим зеленым бамбуковым мечам облачного роя, и было неясно, о чем он думает. В следующее мгновение 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя начали излучать ослепительное сияние, когда полосы ци меча, которые были в несколько раз толще и ярче, чем раньше, устремились к Троице среди волны золотой молнии. Молодой мастер.
Хором взволнованно крикнули два охранника в черных мантиях при виде надвигающегося шквала меча и молнии. Молодой человек в серебряной мантии холодно хмыкнул, совершенно не затронутый ограничивающим действием формации молниеносной телепортации, а затем взмахнул рукой в воздухе, чтобы послать печать заклинания в колокольчик, который он держал в руках. После этого он энергично встряхнул колокольчик, и волны серебряного света, которые были в несколько раз плотнее, чем раньше, возникли, прежде чем пронестись по окружающей территории, открыв серебряное пространство размером в несколько сотен метров. Пара охранников в черных мантиях тут же восстановила свою подвижность, и их бессмертная духовная сила также смогла нормально циркулировать, но к этому моменту шквал меча был уже не более чем в 30 метрах от них. Как раз в этот момент молодой человек в серебряной мантии открыл рот, чтобы выпустить вспышку серого света, которая затем начала вращаться над их головами, испуская огромное пространство серого света, которое окутало всех троих. В следующее мгновение прибыла грозная волна меча и золотой молнии, образовав огромный шар лазурного света, который мгновенно поглотил троицу. Внутри шара света полосы меча и дуги золотой молнии яростно проносились по воздуху, и все внизу было разорвано в клочья. Ханьли парил в воздухе в нескольких километрах от шара лазурного света, держа в руках камень бессмертного происхождения, который он использовал, чтобы быстро пополнить свою бессмертную духовную силу. Внезапно он поднял бровь, и из определенной части шара лазурного света раздался слабый треск. Сразу же после этого вспышка серого света прорвалась сквозь лазурную меча и золотую молнию, совершенно не затронутая, и вырвалась наружу, прежде чем исчезнуть, явив миру молодого человека в серебряной мантии и двух его личных охранников. Над ними парила небольшая серая гора, непрерывно вращаясь и испуская слой плотного серого света, который окутывал всех троих. Пара охранников в черных мантиях выглядела немного растрепанной, но молодой человек в серебряной мантии был совершенно невредим, и даже его мантии не были повреждены ни в малейшей степени. Тем временем Ханьли устремил свой взгляд на маленькую серую гору, и в его глазах появилось сложное выражение. Несмотря на то, что она немного отличалась от того, как выглядела раньше, он все же смог опознать ее как одно из сокровищ, которое он потерял, объединенные 5 экстремальных гор. Твое приобретенное бессмертное сокровище было неплохим, но метод, использованный для его изготовления, был слишком грубым, да и 5 экстремальных гор тоже были недостаточно чистыми. Мне пришлось потратить много времени и сил, чтобы переработать его до такого состояния, и на самом деле я впервые использую его в бою. «Давай дадим тебе, его бывшему владельцу, ощутить его силу», — небрежным голосом сказал молодой человек в серебряной мантии, поднимая руку, и серая гора мгновенно сильно увеличилась в размерах. В то же время бесчисленные глубокие духовные узоры, выгравированные на ее поверхности, выпустили слой серого света, когда она с силой обрушилась на шар лазурного света внизу. Еще до того, как они соприкоснулись, грозное давление, испускаемое гигантской горой, уже заставляло шар лазурного света рябить и дрожать. Брови Ханьли слегка нахмурились, когда он сделал печать, после чего с поверхности шара лазурного света тут же сошлись бесчисленные полосы меча, превратив его в мгновение в лазурный меч-цветок лотоса с толстыми дугами молнии, сверкающими на его поверхности. Лазурный меч-цветок лотоса закрутился на месте, излучая ослепительный лазурный свет, испуская бесчисленные полосы лазурного света меча в сторону гигантской серой горы. Однако в то же время из нижней части горы вырвалась вспышка серого света, чтобы встретить лазурный меч-цветок лотоса. Дуги золотой молнии, сверкавшие над мечом-цветком лотоса, исчезли без следа в сером свете, после чего сам меч-цветок лотоса рассыпался, превратившись обратно в 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, а духовные узоры на поверхности мечей беспорядочно мигали. Увидев это, брови Ханьли нахмурились еще сильнее. Он, естественно, знал о способности объединенных 5 экстремальных гор подавлять силу молнии, но зеленые бамбуковые мечи облачного роя поглотили огромное количество эссенции меча и были выплавлены с использованием целого ряда драгоценных материалов, что значительно усилило их мощь, поэтому он не думал, что на них так сильно повлияет серый свет. Казалось, что объединенные 5 экстремальных гор также стали гораздо более грозными после того, как их переработал молодой человек в серебряной мантии. Пока эти мысли проносились в его голове, Ханьли продолжал делать серию печатей, и с поверхности 72 летающих мечей снова вырвался лазурный свет. В то же время они выпустили бесчисленные лазурные нити, которые расчистили область в сером свете, и прежде чем серый свет успел восстановиться, все летающие мечи мгновенно полетели обратно к Ханьли. «У тебя, конечно, немало хороших сокровищ. Этот набор летающих мечей совсем неплох. Я хотел забрать их в прошлый раз, но, полагаю, еще не слишком поздно», — сказал молодой человек в серебряной мантии с легкой улыбкой, делая печать.
Все руны на поверхности Серой горы загорелись, и волны серого света, которые были еще плотнее, чем раньше, хлынули вперед, прежде чем распространиться вниз, тут же окутав 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, которые все еще не успели далеко улететь. Духовный свет, исходящий от всех летающих мечей, непрерывно мигал и дрожал, и они были подобны рыбам, попавшим в сеть. Увидев это, выражение лица Ханьли слегка изменилось, и он поспешно переключился на другую печать, но на этот раз, чтобы он не пытался сделать, 72 летающих меча не смогли вырваться на свободу. Тем временем молодой человек в серебряной мантии открыл рот, чтобы выпустить вспышку черного света, которая в мгновение ока исчезла в Серой горе. Волны серого света, испускаемые горой, мгновенно превратились в бесчисленные серые руны, которые затем превратились в бесчисленные тонкие серые нити, обвившиеся вокруг зеленых бамбуковых мечей облачного роя, мгновенно образовав серию серых коконов. Борьба зеленых бамбуковых мечей облачного роя постепенно становилась все слабее и слабее, в то время как серый свет вокруг них снова стабилизировался. Затем молодой человек в серебряной мантии открыл рот во второй раз, чтобы создать немного вязкий на вид шар черного света, внутри которого мигали бесчисленные черные руны, испуская вспышку своеобразных флуктуаций законов. Затем шар света разделился на 72 полосы черного света, каждая из которых в мгновение слилась с зеленым бамбуковым мечом облачного роя. Ци меча и молнии, испускаемые зелеными бамбуковыми мечами облачного роя, совершенно не могли сдержать черный свет, и духовный свет, исходящий от них, мгновенно приобрел слегка черный оттенок. Ханьли знал, что для того, чтобы вернуть свои мечи, ему придется напрямую атаковать молодого человека в серебряной мантии, и он так и сделал. Молодой человек в серебряной мантии повернулся к приближающемуся Ханьли, но тучный охранник рядом с ним поспешно вмешался. «Вам не нужно лично разбираться с каким-то культиватором поздней стадии истинного бессмертного, молодой мастер. Просто оставьте его нам, пока вы сосредоточитесь на подчинении этого набора летающих мечей». Они только что были сильно унижены предыдущей атакой Ханьли, и если они не смогут доказать свою полезность молодому человеку в серебряной мантии, то окажутся в очень опасном положении. Худой охранник в черной мантии тоже тут же кивнул в знак согласия. «Хорошо, в таком случае я оставлю его вам, но не убивайте его». «Мне еще нужно кое-что узнать у него», — ответил молодой человек в серебряной мантии, кивнув. Пара охранников в черных мантиях была в восторге, и они тут же полетели к Ханьли. Над телом тучного охранника появился ослепительный звездный свет, и его живот внезапно раздулся в 3 раза по сравнению с первоначальными размерами, придавая ему вид толстой жабы. Сразу же после этого он открыл рот, чтобы выпустить огромное пространство яркого звездного света, который устремился к Ханьли как великолепная волна. Среди волны звездного света были разбросаны бесчисленные светящиеся песчинки, которые грохотали, как молния, как будто могли взорваться в любой момент. Тем временем худой охранник сделал быструю серию печатей, и над его телом поднялись шары черного пламени. Затем внутри огненных шаров появились проекции черепов, и они зловеще хохотали, когда черные огненные шары по воле худого охранника выстрелили в сторону Ханьли, превращаясь в бесчисленные ужасающие призрачные головы, пролетая по воздуху. Коллективный хохот призрачных голов был подобен волне бесчисленных стальных игл, грозящих вонзиться в сознание слушателя. Глава 338. Мощь священной оси. Столкнувшись с 2 надвигающимися стражами, Ханьли не собирался уклоняться. Вместо этого яркий золотой свет окутал его тело, и он полетел прямо в орду призрачных голов. Полный страж издал громкий рев, взмахнув рукавами, и весь звездный песок сошелся на Ханьли, прежде чем взорваться огромными шарами молний, которые заполонили все небо, являя собой грозное зрелище. В то же время худой страж указал пальцем в направлении Ханьли, и все призрачные головы в небе внезапно резко увеличились в размерах, прежде чем открыть свои рты и выпустить потоки черного света прямо в Ханьли. Черный свет не казался таким уж примечательным, но он излучал чрезвычайно ёдкую ауру, и пространство за ним непрерывно рябило, как будто лучи света были способны разъедать сам воздух. Золотой свет, исходящий от тела Ханьли, стал ярче, и он внезапно превратился в золотое размытие, резко ускоряясь, когда он летел прямо в надвигающиеся атаки. Он не только стал необычайно быстрым, но и демонстрировал безупречный контроль над своим телом, уворачиваясь от молний и черного света, и ему всегда удавалось протиснуться прямо перед тем, как его тело захлестнули бы атаки. Все это происходило благодаря его способности реверсивной священной оси, и пара стражей поспешно высвободила свое духовное чувство, пытаясь отследить местонахождение Ханьли, но они совершенно не могли угнаться за его скоростью, и часто случалось так, что как только они замечали Ханьли, он уже исчезал. Окружающие молнии и черный свет были чрезвычайно быстрыми и грозными атаками, но он заставлял их казаться совершенно медленными и вялыми, и пара стражей была поражена, увидев это.
Прежде чем они успели что-либо сделать, Хань Ли уже прошел через огромное пространство молний и черного света, а затем появился не более чем в 300 метрах перед ними, словно призрак. К этому моменту ослепительный золотой свет, исходящий от его тела, уже угас, и только сейчас паре стражей удалось отреагировать, отступая с изумлением в глазах. Однако, будучи культиваторами поздней стадии истинного бессмертного, они обладали огромным боевым опытом и тут же разработали стратегии противодействия Хань Ли. Полный страж открыл рот и выпустил пару треугольных щитов, которые ненадолго закружились вокруг него, прежде чем превратиться в толстый световой барьер, и в то же время весь звездный свет в небе превратился в бесчисленные кольца звездного света, которые устремились к Хань Ли. Тем временем худой страж произносил заклинание, и из его тела раздавался ряд громких тресков, когда он быстро увеличивался в размерах, а его кожа и плоть быстро отслаивались, превращая его в массивный черный скелет высотой более 30 метров в мгновение ока. Черный скелет излучал огромную ауру, которая была почти вдвое сильнее, чем раньше, и в его глазницах вспыхивал красный свет, когда он раскинул свои огромные руки. Его пальцы напоминали гигантские черные мечи с черным пламенем, бушующим вокруг них, и он протянул руку, чтобы схватить Хань Ли за голову. По их безупречной командной работе было ясно, что эти двое сражались бок о бок в течение долгого времени и не давали Хань Ли возможности нанести удар. Однако как раз в этот момент ослепительный золотой свет снова вырвался из тела Хань Ли, и за ним появилось золотое колесо, которое быстро закрутилось на месте. Затем из его тела вырвался слой золотых волн, мгновенно охватив всю окружающую область в радиусе около 3 километров. Два стража также попали в золотые волны, и их движения тут же стали очень медленными и вялыми. Кроме того, кольца звездного света, падающие с неба, также полностью остановились, как будто их заморозили на месте. На самом деле, было бы не совсем точно сказать, что они полностью остановились. Вместо этого они на самом деле были замедлены до крайности, до такой степени, что это выглядело не иначе, как полная остановка. Он использует законы времени. Выражение лица молодого человека в серебряной мантии резко изменилось, когда он увидел это, и он тут же полетел к паре стражей в черных мантиях, оставив позади зеленые бамбуковые мечи облачного роя. Тем временем Хань Ли уже превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой более 300 метров, и на его массивных кулаках были серебряные узоры, когда он злобно размахивал ими в сторону пары стражей. В ответ оба стража оставались совершенно неподвижными, как будто не замечали надвигающейся атаки. Световой барьер вокруг тела полного стража был полностью разорван взрывом огромной силы, и гигантский кулак ничуть не замедлился, врезавшись в его тело. В то же время другой кулак ударил по черному скелету, в который превратился худой страж, и сразу после того, как два стража были поражены кулаками Хань Ли, все золотые волны в воздухе отступили, когда поток времени вернулся к своей первоначальной скорости. Тело полного стража мгновенно взорвалось на бесчисленные куски изуродованной плоти, в то время как черный скелет также был разбит на бесчисленные осколки костей. Их две души также были ограничены священной осью мантры, что делало их совершенно неспособными реагировать, поэтому они также были уничтожены вместе со своими телами. Все это произошло в мгновение ока, и молодой человек в серебряной мантии только что прибыл в небо над гигантской обезьяной с яростным выражением лица. Он и представить себе не мог, что Хань Ли сможет убить пару культиваторов поздней стадии истинного бессмертного таким разрушительным образом за столь короткий промежуток времени. Молодой человек в серебряной мантии взмахнул рукой в воздухе, и полоса черного света полетела к нему, содержащая черный меч, похожий по форме на звериный клык. Меч был усеян бесчисленными черными рунами, которые излучали колебания законов, и он увеличился в размерах примерно до 300 метров в мгновение ока, после чего вокруг него появился черный змей, когда он обрушился на гигантскую обезьяну. Внезапно священная ось мантры за спиной гигантской обезьяны начала вращаться в обратном направлении, прежде чем в мгновение ока исчезнуть в ее теле. В следующее мгновение гигантская обезьяна внезапно исчезла с места, и огромный черный меч ударил по пустому воздуху. В воздухе появился след золотых остаточных изображений, когда гигантская обезьяна полетела к объединенным 5 экстремальным горам вдалеке с невероятной скоростью. Выражение лица молодого человека в серебряной мантии резко изменилось, когда он увидел это, и он поспешно полетел назад так быстро, как только мог, но все еще был далек от того, чтобы сравниться со скоростью золотой обезьяны. К тому времени, когда гигантская обезьяна прибыла перед объединенными 5 экстремальными горами, молодой человек в серебряной мантии был только на полпути. Золотая обезьяна тут же открыла рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции, который мгновенно воспламенился во вспышку багрового пламени с бесчисленными багровыми рунами, танцующими внутри него, когда он устремился к зеленым бамбуковым мечам облачного роя. Полоса багрового огня смогла пройти сквозь серый свет и серые коконы без каких-либо препятствий, прежде чем исчезнуть в зеленых бамбуковых мечах облачного роя, которые тут же снова засияли ярким лазурным светом.
В то же время они смогли прорваться сквозь серые коконы вокруг них, но, похоже, они все еще не могли освободиться от серого света в ближайшее время. Молодой человек в серебряной мантии был в ярости, увидев это, и он как раз собирался сделать печать рукой, когда гигантская обезьяна внезапно обернулась с ярким золотым светом, исходящим из ее кулаков, и ее руки мелькнули в воздухе размытием, когда она выпустила град бесчисленных проекций кулаков. Град золотых проекций кулаков устремился к молодому человеку в серебряной мантии с огромной силой, и еще до того, как они обрушились на него, вспышка огромной силы уже охватила все пространство в радиусе около полукилометра вокруг него, заставляя его непроизвольно замедлиться. Молодой человек в серебряной мантии не смог увернуться от атаки, поэтому он мог только взмахнуть рукавом в воздухе, чтобы выпустить черный щит, который превратился в черный световой барьер перед ним. Бесчисленные проекции кулаков одна за другой врезались в черный световой барьер, прежде чем взорваться, но световой барьер оставался совершенно неподвижным. Однако молодой человек в серебряной мантии также был временно остановлен. Золотой свет мелькнул по всему телу гигантской обезьяны, и вторая пара рук внезапно появилась из ее ребер среди вспышки золотого света, прежде чем быстро сделать печать рукой. 72 летающих меча засияли еще ярче, когда они слились в один гигантский лазурный меч с толстыми дугами золотой молнии, сверкающими на его поверхности среди грохочущих раскатов грома. Гигантский лазурный меч начал сильно дрожать, а затем превратился в полосу лазурного света меча длиной более 300 метров, прежде чем злобно разрубить окружающий серый свет. Из полосы лазурного света меча вырвалась несравненно острая аура, заставляя все пространство за ней непрерывно скручиваться и деформироваться. Наконец, в окружающем сером свете образовалась расщелина, и полоса лазурного света меча мгновенно выстрелила изнутри, прежде чем вернуться к гигантской обезьяне, где она снова превратилась в гигантский лазурный меч. Сразу же после этого тело гигантской обезьяны размылось, и она исчезла с места вместе с гигантским мечом. В следующее мгновение Хань Ли снова появился более чем в 3 километрах отсюда с дугами молнии, сверкающими по всему его телу, и гигантский лазурный меч также присутствовал рядом с ним, но он уменьшился до не более чем 3 метров в длину. Хань Ли открыл рот, чтобы выпустить шар кровяной эссенции в лазурный меч, и он тут же начал сиять лазурным оттенком, настолько ярким, что его сияние соперничало с сиянием солнца. Оставшаяся черная окраска на мече мгновенно исчезла, и он издал ликующий звон. Тем временем молодой человек в серебряной мантии оставался на месте, наблюдая за Хань Ли с мрачным выражением лица, когда он сделал манящий жест, чтобы вернуть объединенные 5 экстремальных гор к себе. Они стояли в воздухе, глядя друг на друга, и никто из них не торопился атаковать. Немного погодя, молодой человек в серебряной мантии нарушил молчание. «Похоже, я тебя действительно недооценил». Хань Ли не обращал на него внимания, когда начал делать быструю серию печатей руками. Гигантский лазурный меч рядом с ним разделился обратно на 72 маленьких меча, затем ненадолго закружился вокруг него, прежде чем превратиться в лазурный меч-формацию под ним. «Я собирался не торопиться и немного поиграть с тобой, но, похоже, с тобой труднее справиться, чем я ожидал. В таком случае я просто раздавлю тебя сейчас, а затем медленно буду пытать твою душу», — холодно фыркнул молодой человек в серебряной мантии. Как только его голос затих, он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить полосу черного света, которая превратилась в черное сокровище в виде чернильницы. Чернильница выглядела очень старинной, и как только она появилась, из нее в бешеном темпе вырвались бесчисленные крошечные золотые руны. В то же время она излучала вспышку своеобразных колебаний законов. Аура молодого человека в серебряной мантии также начала расти, и огромное духовное давление, исходящее от его тела, заставляло близлежащее пространство деформироваться и содрогаться. Зрачки Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это. Молодой человек в серебряной мантии, наконец, продемонстрировал всю свою базу культивации, и, как и ожидал Хань Ли, он был культиватором стадии Золотого Бессмертного. Однако его аура все еще была намного слабее, чем у даоса Хуяня Юнни, и она была довольно нестабильной, что указывало на то, что он только недавно перешел на стадию Золотого Бессмертного и не успел еще укрепить свою базу культивации. Даже в этом случае он все еще был культиватором стадии Золотого Бессмертного, что было несравнимо с культиватором поздней стадии Истинного Бессмертного. Глава 339. Гигантский глаз. Молодой человек в серебряной мантии начал произносить заклинание, и плотный поток рун хлынул из его рта, а затем устремился к черной чернильнице, парящей в воздухе перед ним, прежде чем в мгновение ока исчезнуть в ней. Чернильница тут же начала резко раздуваться, быстро увеличиваясь до размеров более 30 метров, и все пейзажи и существа, выгравированные на ее поверхности, приобрели чрезвычайно реалистичный вид. По какой-то причине в сердце Хань Ли возникло предчувствие беды, когда он увидел это.
Молодой человек в серебряной мантии переключился на другую печать рукой, прежде чем последовательно щелкать пальцами в воздухе, и гигантская черная чернильница начала вращаться на месте, выпуская огромное пространство черной ци, которая напоминала лужу черных чернил, кружащуюся в воздухе над чернильницей. Черная ци быстро образовала темное облако размером около 300 метров, и оно охватило как молодого человека в серебряной мантии, так и объединенные 5 экстремальных гор, продолжая быстро расширяться. Хань Ли слегка замялся, увидев это, после чего его глаза слегка сузились, когда он без колебаний отступил назад, одновременно охватывая окружающее пространство своим духовным чувством. Однако, как только его духовное чувство вошло в темное облако, он обнаружил, что оно было похоже на огромное пространство пустоты, из которого он ничего не мог обнаружить. Сделав это наблюдение, он тут же поднял руку, прежде чем указать пальцем вперед, и зеленые бамбуковые мечи облачного роя вокруг него тут же засияли, прежде чем быстро сформировать лазурный меч-цветок лотоса вокруг него. Лотос начал быстро вращаться, выпуская бесчисленные полосы лазурной ци меча, которые устремились к черному облаку с огромной силой. Бесчисленные полосы ци меча пронзили черное облако, когда шары лазурной и золотой молнии непрерывно взрывались, пробивая в облаке бесчисленные дыры и угрожая полностью развеять его. Однако черное облако все еще постоянно расширялось, и дыры, пробитые на его поверхности, быстро заполнялись снова, оставляя облако совершенно невредимым. Казалось, что грозная буря ци меча никак не повлияла на черное облако, и как будто молодой человек в серебряной мантии внутри растворился в воздухе. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и он как раз собирался сделать что-то еще, когда черное облако, наконец, прекратило расширяться. Затем оно начало бурлить, выпуская бесчисленные черные руны, которые сходились к центру, образуя черный шар размером с дом в мгновение ак. Хань Ли некоторое время наблюдал за разворачивающейся перед ним сценой, а затем взмахнул рукой в воздухе, и лазурный меч-цветок лотоса перед ним увеличился в размерах, а его лепестки образовали несколько лазурных световых барьеров перед ним. Внезапно черный шар содрогнулся, и на его поверхности внезапно появилась красная линия, прежде чем разделиться в обоих направлениях, открывая массивный вертикальный глаз. Глаз был чисто белого цвета с чернильно-черным зрачком, и он казался ничем не отличающимся от обычного глаза, но он излучал своеобразную ауру, и как только его взгляд упал на Хань Ли, дурное предчувствие в его сердце мгновенно усилилось еще больше. Он рефлекторно бросился в сторону, не желая находиться под пристальным вниманием гигантского глаза, но глаз смог отследить его движение, и его взгляд оставался твердо прикованным к нему. Хань Ли был весьма встревожен, увидев это, и лазурный свет появился над его телом вместе с дугами золотой молнии, когда он быстро летел по воздуху, постоянно меняя направление, но что бы он ни делал, гигантский глаз продолжал безошибочно отслеживать его. Более того, в центре зрачка глаза начал собираться белый свет, и, похоже, он что-то готовил. Внезапно Хань Ли холодно фыркнул, убирая лазурный меч-цветок лотоса перед собой, а затем полетел прямо к черному облаку над гигантским глазом полосой лазурного света, погрузившись в облако в мгновение ак. Как только он погрузился в темное облако, Хань Ли тут же почувствовал, что вокруг него стало темно. Он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить большое количество черной жидкости, и это была не что иное, как тяжелая вода, которую он накопил за последние годы. Тяжелая вода один раз облетела его, мгновенно сформировав массивный черный сферический барьер, который охватил все пространство в радиусе 30 метров вокруг него, чтобы держать черный туман на расстоянии. Сделав все это, он обвел взглядом свое окружение, и в его глазах вспыхнул синий свет, но все, что он мог видеть, это слои темных облаков, и даже с его глазами духовного прозрения видимость была ограничена не более чем 300 метров. Более того, его духовное чувство оставалось сильно ограниченным, и он едва мог высвободить его из своего тела. Его брови слегка нахмурились, когда он медленно летел вперед с барьером из тяжелой воды вокруг себя, делая все возможное, чтобы найти юношу в серебряной мантии. Однако даже после долгого полета его окружение все еще было заполнено пустотой, кроме темных облаков. Более того, облако не казалось таким уж большим снаружи, но, войдя в него, он почувствовал, как будто попал в безграничное независимое пространство. Несколько мгновений спустя Хань Ли остановился, затем некоторое время осматривал свое окружение, прежде чем внезапно взмахнуть рукой вперед по воздуху. Раздался глухой стук, когда толстая полоса лазурной ци меча длиной более 300 метров выстрелила вперед, прежде чем погрузиться в черное облако впереди, мгновенно пронзив его, чтобы открыть проход длиной в несколько километров. Однако в следующее мгновение окружающие черные облака быстро сошлись со всех сторон, и отверстие тут же снова заполнилось. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он взмахнул рукавом в воздухе, и 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя были выпущены снова, прежде чем слиться в один гигантский лазурный меч длиной в несколько километров. Меч излучал сияющий лазурный свет и невероятно толстые дуги золотой молнии, и он был настолько ярким, что на него было больно смотреть.
В ближайшем темном облаке мгновенно образовалось большое пространство, и Хань Ли сделал печать рукой, после чего гигантский меч рядом с ним начал сиять еще ярче, когда он злобно разрубил пространство впереди. Черное облако впереди бурно забурлило, когда в нем была прорезана массивная расщелина, и удар меча был настолько грозным, что он почти разрезал все черное облако пополам. Все пространство, в котором находился Хань Ли, начало сильно дрожать, но кроме этого, никаких других изменений не произошло, и через несколько мгновений все вернулось в свое первоначальное состояние, как будто этот удар мечом вообще не был нанесен. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он увидел это, но как раз в этот момент внезапно раздался голос. «Я не думал, что ты бросишься сюда». Это стало большим сюрпризом, но не думай, что это позволит тебе избежать моего истинного света уничтожения души. Голос принадлежал никому иному, как молодому человеку в серебряной мантии, и как только его голос затих, во вспышке ослепительного белого света внезапно появилось черное облако впереди, прежде чем быстро устремиться к Хань Ли. Хань Ли оставался на месте, когда гигантский лазурный меч перед ним снова разделился на 72 маленьких меча, а затем соединился, чтобы сформировать лазурный меч цветок лотоса, который начал вращаться над его головой. В то же время поверхность защитного барьера из тяжелой воды вокруг него также начала мерцать и непрерывно рябить. В мгновение ока вспышка белого света достигла не более чем нескольких километров от Хань Ли, прежде чем остановиться, обнаружив, что это та же черная чернильница, что и раньше, только она стала полупрозрачной. Молодой человек в серебряной мантии стоял за чернильницей, заложив руки за спину с холодной улыбкой на лице. «Я думал, ты слишком труслив, чтобы выйти», — сказал Хань Ли с холодной улыбкой, взглянув на огромную чернильницу. На лице молодого человека в серебряной мантии мелькнул проблеск ярости, когда он услышал это, и он холодно фыркнул: «Если ты так хочешь умереть, то позволь мне исполнить твое желание». Гигантская чернильница начала вращаться на месте, испуская ослепительные лучи света, которые были яркими, как солнце. Появились бесчисленные белые руны, излучающие чрезвычайно грозные колебания законов, и появилось изображение гигантского глаза, прежде чем бросить свой взгляд на Хань Ли, как это произошло за пределами черного облака. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и он тут же увернулся в сторону. Однако как раз в этот момент черное облако над ним внезапно начало бурлить, прежде чем внезапно расколоться, и объединенные 5 экстремальных гор появилось без всякого предупреждения. Вокруг горы кружились бесчисленные серые руны, испуская ослепительный серый свет. Толстый столб серого света внезапно обрушился с небес, образуя массивное серое пространство, которое в мгновение ока охватило все тело Хань Ли. Окутанный серым светом, духовный свет, исходящий от 72 зеленых бамбуковых мечей облачного роя, тут же потускнел. Хань Ли также почувствовал огромную сжимающую силу вокруг своего тела, которая твердо фиксировала его на месте и не давала ему двигаться. Он издал низкий рев, и из его тела вырвался яркий лазурный свет, когда он изо всех сил боролся, но серый свет оставался совершенно непоколебимым, и в нем бушевала какая-то сила закона, не позволяющая ему вырваться на свободу. Как раз в этот момент гигантская чернильница впереди закружилась на месте, после чего из огромного глаза вырвался толстый столб белого света, устремившийся прямо к Хань Ли. Еще до того, как столб белого света достиг цели, Хань Ли почувствовал резкую боль прямо в своей душе, и ему показалось, что многие из его воспоминаний вот-вот будут извлечены. К счастью, его огромное духовное чувство активировалось само по себе, и беспорядки в его душе были быстро подавлены. Даже в этом случае он был весьма встревожен таким поворотом событий, и барьер из тяжелой воды вокруг него тут же сошелся, чтобы сформировать стену из тяжелой воды перед ним по его воле, защищая его от белого света. Однако белый свет смог легко пройти сквозь стену из тяжелой воды, и он был совершенно беспрепятственным. В этой ужасной ситуации Хань Ли тут же открыл рот, чтобы выпустить свою истинную ось тяжелой воды, которая начала быстро вращаться, резко увеличиваясь в размерах. Огромное пространство водянистого света, в котором было разбросано бесчисленное множество черных рун, появилось из оси, чтобы сформировать барьер перед ним, и истинная ось тяжелой воды смогла сдержать белый свет. Однако белый свет смог быстро просочиться сквозь барьер водянистого света, выпущенный истинной осью тяжелой воды, пройдя через него всего через несколько секунд. Однако, воспользовавшись этой краткой передышкой, Хань Ли смог перевести дух и начал произносить заклинание. Яркий золотой свет исходил от его тела, когда за ним появилась его священная ось мантры, прежде чем выпустить огромное пространство золотых волн, которые испускали грозные колебания закона времени, распространявшиеся во всех направлениях. Возможно, это было связано с окружающим черным облаком, но золотые волны не смогли распространиться дальше, чем на 300 метров. В следующее мгновение столб белого света вошел в область, охваченную золотыми волнами, и он тут же резко остановился.
Однако, если бы кто-то присмотрелся, он бы обнаружил, что столб белого света все еще приближается к Ханли, только он был замедлен до крайней степени. Выражение лица молодого человека в серебряной мантии слегка омрачилось, когда он увидел это, и он холодно фыркнул, прежде чем начать произносить заклинание, одновременно бросая несколько печатей заклинания в объединенные 5 экстремальных гор издалека. Все бесчисленные руны на поверхности горы мгновенно загорелись, и серый свет, который она излучала, значительно усилился, в то время как бесчисленные серые руны хлынули вперед, прежде чем слиться с серой областью внизу. Серое пространство мгновенно значительно увеличилось, тем самым еще больше усиливая ограничивающую силу, действующую на тело Ханли. Появилась серия серых волн, испускающих невероятно грозные силы закона, чтобы сжаться с золотыми волнами вокруг Ханли, и две противоборствующие силы столкнулись, как мощные волны. Золотые волны на мгновение содрогнулись, прежде чем еще больше сжались, и столб белого света снова смог приблизиться к Ханли. Глава 340. Приманка для врага. 270 метров. 240 метров. 210 метров. Под давлением серого света, исходящего от объединенных 5 экстремальных гор, золотые волны, выпускаемые священной осью мантры, постоянно сжимались, а столб белого света начал неуклонно ускоряться. С такой скоростью столбу белого света не потребуется много времени, чтобы прорваться сквозь оковы времени и достичь Ханли. На лбу Ханли выступили крупные капли пота, и он отчетливо чувствовал, как острая боль в его душе усиливается по мере приближения белого света. Его выражение лица значительно омрачилось, и он постоянно вливал больше бессмертной духовной силы в свою священную ось мантры, но это лишь немного замедляло скорость сжатия золотых волн. Довольное выражение появилось в глазах молодого человека в серебряной мантии, когда он увидел это, и он открыл рот, чтобы выпустить шар черного света, внутри которого непрерывно танцевали бесчисленные черные руны. Он быстро сделал печать рукой, и шар черного света разделился на две части, одна из которых слилась с гигантской чернильницей, а другая исчезла в объединенных 5 экстремальных горах. Чернильница и объединенные 5 экстремальных гор тут же засияли еще ярче, а серое пространство вокруг Ханли практически приняло вещественную форму. Бесчисленные волны серых рябей непрерывно накатывались, чтобы еще больше сжать золотые волны вокруг Ханли, уменьшив их радиус до менее чем 100 метров. Столб белого света стал еще ярче, и внутри него танцевали бесчисленные белые руны. Казалось, что он вот-вот вырвется из золотых волн, и золотые волны непосредственно вокруг него были освещены белым, поскольку столб белого света продолжал приближаться к Ханли со скоростью, заметной невооруженным глазом. Лицо Ханли начало бледнеть, и, несмотря на все его усилия, золотые волны вокруг него постоянно уменьшались окружающим серым светом. К этому моменту столб белого света находился уже не более чем в 60 метрах от него. Молодой человек в серебряной мантии уже предвкушал свою скорую победу, и он снова сделал печать рукой, после чего из его тела вырвался еще один поток черного света. Как раз в этот момент за ним раздался оглушительный грохот, и появилось изображение золотой клешни краба размером с дом. Изображение было окутано бесчисленными дугами золотой молнии и испускало грозные колебания силы закона, когда оно устремилось к молодому человеку в серебряной мантии с невероятной скоростью. Выражение лица молодого человека в серебряной мантии резко изменилось, когда он поспешно переключился на другую печать рукой, и в мгновение от вспышки черного света на его теле сформировали доспехи. Доспехи были пурпурно-черного цвета, а их шлем был выполнен в форме головы дракона, в то время как на коленных и плечевых суставах можно было увидеть несколько шипов. Все доспехи также были усеяны черными узорами и испускали грозную зловещую ци. Золотая клешня краба ударила по пурпурно-черным доспехам с оглушительным грохотом, и молодого человека в серебряной мантии отбросила в сторону, в то время как на поверхности доспехов также появилось несколько мелких трещин. Даже с доспехами, выступающими в качестве буфера, вспышка огромной силы все еще передавалась в тело молодого человека в серебряной мантии, взбалтывая его внутренние органы и заставляя его выплюнуть полный рот крови. После того, как его отбросило в сторону, гигантская чернильница потеряла свой источник бессмертной духовной силы и, наконец, растворилась не более чем в 30 метрах от Ханли. Объединенные 5 экстремальных гор все еще парили над головой Ханли, но серый свет, который она проецировала вниз, также стал довольно нестабильным. Серое пространство вокруг Ханли также слегка задрожало, и ограничивающая сила, которую оно оказывало, значительно уменьшилась. Он тут же воспользовался этой возможностью, выпустив из своего тела несколько шаров света, которые превратились в ряд проекций истинного духа. Проекции на мгновение закружились вокруг него, прежде чем исчезнуть в его теле, и на его коже появился слой пурпурно-золотого света, когда его тело резко увеличилось, превратившись в пурпурно-золотого гиганта с 3 головами и 6 руками.
В то же время на его коже появились бесчисленные золотые чешуйки и серебряные духовные узоры, а на нижней части живота также появились 7 пятнышек ослепительного звездного света. Затем из его тела вырвалась грозная аура, заставившая окружающее серое пространство сильно содрогнуться. Пурпурно-золотой гигант сделал хватательное движение одной рукой, и в его руке появился огромный лазурный меч, прежде чем его злобно опустили вниз. Огромная серповидная полоса лазурного света меча пронеслась по воздуху с толстыми дугами золотой молнии, бушующими вокруг нее, прежде чем врезаться в серый световой барьер. Раздался оглушительный треск, и на этот раз в сером пространстве образовалась трещина, открывающая внешний мир. Пурпурно-золотой гигант тут же вылетел через это отверстие с невероятной скоростью, после чего на его переносице открылась вертикальная черная щель. Столб полупрозрачного света вырвался из вертикального глаза, а затем превратился в нечеткий меч, который в мгновение ока исчез без следа. В следующее мгновение меч появился за головой молодого человека в серебряной мантии без всякого предупреждения, прежде чем резко рвануться вперед. Несмотря на то, что молодой человек в серебряной мантии был ранен предыдущим ударом, его реакции оставались довольно острыми, и он поспешно взмахнул рукой в воздухе, чтобы создать проекцию черной ладони, которая схватилась за полупрозрачный меч. Однако в то мгновение, когда проекция черной ладони сомкнулась вокруг меча, последний внезапно исчез. Молодой человек в серебряной мантии слегка замялся, увидев это, и прежде чем он успел понять, что произошло, полупрозрачный меч снова появился в его сознании, прежде чем злобно обрушиться на его душу. Молодой человек в серебряной мантии издал душераздирающий вопль, когда схватился руками за голову. Как раз в этот момент Даос Се появился рядом с молодым человеком в серебряной мантии, прежде чем раскинуть руки, и перед ним появились два огромных шара золотой молнии, оба из которых были массивными, как горы. Толстые дуги золотой молнии непрерывно сверкали на их поверхности, являя собой грозное зрелище. Более того, шары молнии выпускали бесчисленные золотые руны молнии, каждая из которых была размером со стол и испускала яростные колебания закона. Затем Даос Се соединил ладони, и два массивных шара молнии слились в один, прежде чем превратиться в гигантский золотой меч молнии среди грохочущего раската грома. Золотые ореолы распространялись во всех направлениях от гигантского меча, и весь окружающий черный туман мгновенно рассеялся. Все окружающее пространство в радиусе нескольких десятков километров начало гудеть, и бесчисленные пятицветные шары света, образованные изначальной ци мира, появились, прежде чем в бешеном темпе сойтись на гигантском мече. Пятицветный свет также бушевал на поверхности гигантского меча молнии, заставляя близлежащее пространство рябить и дрожать. Внезапно все небо и земля приобрели совершенно другой облик, и прежде чем молодой человек в серебряной мантии успел отреагировать, гигантский меч уже обрушился на него. На его пурпурно-черных доспехах появились бесчисленные трещины, прежде чем они взорвались среди оглушительного грохота, а его тело также было наводнено огромным пространством молнии, прежде чем взорваться на бесчисленные куски. Рядом Хань Ли уже вернулся к своему первоначальному облику, и он испустил слабый вздох облегчения, увидев это. Как раз в этот момент крошечная вспышка черного света возникла из разорванных останков молодого человека в серебряной мантии и тут же растворилась в воздухе. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, и из вертикального глаза на его переносице вырвался луч черного света, ударив в определенное место в воздухе во вспышке, прежде чем исчезнуть в нем. Раздался глухой стук, когда этот участок пространства содрогнулся, после чего появилось огромное пространство черного света, и крошечная черная фигура высотой всего в несколько сантиметров вышла наружу, спотыкаясь. Это была не что иное, как зарождающаяся душа молодого человека в серебряной мантии, и, несмотря на то, что она была насильно извлечена глазом разрушения закона Хань Ли, она не получила никаких повреждений. Однако на его лице было яростное выражение, и он как раз собирался сделать печать рукой, когда из ближайшего пространства вырвалась вспышка пространственных колебаний, после чего выстрелила полупрозрачная цепь, прежде чем молниеносно обвить зарождающуюся душу. Вся цепь излучала полупрозрачный серебряный свет и имела довольно призрачный вид. На лице зарождающейся души появилось встревоженное выражение, и она изо всех сил пыталась вырваться на свободу, но цепь оставалась такой же прочной, как и прежде. В следующее мгновение Хань Ли и Даос Се появились прямо рядом с зарождающейся душой, и последний держал в руках пару сокровищ, а именно черную чернильницу и объединенные 5 экстремальных гор. Без поддержки бессмертной духовной силы молодого человека в серебряной мантии Даос Се смог с легкостью захватить эти 2 сокровища. Зарождающаяся душа, казалось, знала, что не сможет сбежать, что бы ни случилось, и она взглянула на Хань Ли, прежде чем обратить свой взгляд на Даоса Се. «Я и не думал, что у тебя есть такой козырь в рукаве. И эта цепь, если я не ошибаюсь, это цепь духовного чувства, так что ты, должно быть, культивируешь какую-то запретную технику, верно?» — спросила зарождающаяся душа спокойным голосом.
Хань Ли не обращал внимания на зарождающуюся душу, когда взмахнул рукой в воздухе, чтобы выпустить поток лазурного света, который устремился вниз, прежде чем извлечь пару сокровищ для хранения, те самые, которые носила пара стражей в черных мантиях. После этого он выпустил вспышку багрового пламени, чтобы поглотить останки молодого человека в серебряной мантии, и после того, как его тело было полностью сожжено, багровое пламя хлынуло обратно, унося с собой черное кольцо. Хань Ли неторопливо убрал эти предметы, а затем повернулся к зарождающейся душе и спросил: «Кто ты такой и почему ты постоянно преследуешь меня? Если ты дашь мне удовлетворительный ответ, я могу даровать тебе быструю и безболезненную смерть. Если ты собираешься убить меня, то сделай это». «Я не собираюсь отвечать ни на один из твоих вопросов», — ответила зарождающаяся душа с холодной улыбкой. Хань Ли ничего больше не сказал, когда протянул одну руку, чтобы схватить зарождающуюся душу за голову, и из его руки вырвался поток черного света, окутывая зарождающуюся душу, прежде чем попытаться проникнуть в ее тело. Лицо зарождающейся души мгновенно исказилось от боли, но в ее глазах появилась насмешливая ухмылка, когда она прошипела сквозь стиснутые зубы: «Подумать только, что такой простой истинный бессмертный, как ты, попытается обыскать душу золотого бессмертного». Что за шутка? Хань Ли не обращал внимания на насмешки зарождающейся души, продолжая изо всех сил применять свою технику поиска души. Волны черного света хлынули из его ладони, чтобы окутать зарождающуюся душу, но, как и ожидалось, его усилия оказались тщетными. Бесполезно, товарищ Даос Хань. Существует пропасть между зарождающейся душой стадии истинного бессмертного и зарождающейся душой стадии золотого бессмертного, так что у тебя нет возможности обыскать его душу. Что касается меня, я всего лишь марионетка, поэтому я тоже не могу использовать никакую технику поиска души, сказал Даос Се. Хань Ли медленно отпустил зарождающуюся душу, услышав это. Зарождающаяся душа испустила вздох облегчения, после чего на ее лице появилась холодная ухмылка, когда она сказала: «Если ты посмеешь убить меня, то Сяо Цзиньхань будет охотиться за тобой, куда бы ты ни пошел. Если ты отпустишь меня, я могу поклясться душой уладить наши разногласия, и вдобавок к этому я могу дать тебе некоторую компенсацию». Друзья, эти главы — реванш с неожиданным финалом. Хань Ли один против юноши в серебряной мантии и двух стражей, того самого, кто стер ему воспоминания и забрал 5 экстремальных гор. Замедляет стражей законом времени до скорости улитки, стирает их в порошок золотой обезьяной. Но юноша раскрывает истинный уровень — золотой бессмертный против истинного бессмертного, пропасть категорий. Гигантский парящий глаз из чернильницы бьет светом уничтожения прямо в сознание, стереть личность, разорвать духовную суть. И тут Даос Се, золотая клешня из молнии, пробивает абсолютную защиту золотого бессмертного. Хань Ли превращается в пурпурно-золотого гиганта с 3 головами и 6 руками. Даос Се наносит решающий удар, физическое тело юноши уничтожено, душа поймана цепью. И вот поворот. Ментальную защиту золотого бессмертного истинный бессмертный взломать не может. Пленник предлагает клятву мира и компенсацию, угрожая местью Сяо Цзиньханя. Взаимное сдерживание. Убить значит навлечь бесконечную охоту. Отпустить значит простить врага, разрушившего твою жизнь. Думаете, Хань Ли примет сделку или рискнет? Пишите, готовлю продолжение.